Привет, друзья! Сегодня мы поговорим о городах, которые до глубины души поражают ужасными условиями для жизни, высокой преступностью и нищетой. Африканский континент – колыбель бедных стран, но не только там живут люди за чертой бедности. В этом видео мы расскажем, в каких крупных городах до сих пор нет электричества, питьевой воды и общественного транспорта, какие города катастрофически перенаселены и являются рассадником смертельных заболеваний. Вы узнаете, почему богатые природными ресурсами страны не могут обеспечить своих граждан достойными условиями жизни. Так что пристегивайте ремни и поехали в кругосветное путешествие по 10 беднейшим городам планеты. Дхарави, Индия. Около миллиарда жителей Индии запредельно бедны. Миллионы из них обитают в полной антисанитарии и не имеют доступа даже к питьевой воде. Дхарави – это административный район города Мумбаи, где находятся одни из крупнейших трущоб в мире. Здесь поселяются малоимущие люди, приехавшие из сел в поисках работы. Около миллиона человек проживает в основном в домах из картонной коробки в несколько метров с крышей из куска пластика или шифера. Аренда такого жилья составляет около $4 в месяц при средней зарплате в день $1-2. В Дхарави есть и высотки, но их внешний вид отнюдь не лучше трущоб. Вместо главной улицы здесь широкая труба, по которой люди добираются к работе. По всей территории раскиданы горы мусора. Жители могут спать прямо на лавках, сидеть на земле, пренебрегая санитарными нормами. Здесь много попрошаек, но есть и рабочий класс. В Дхарави много местных фабрик, мастерских, но самая востребованная профессия – сортировщик мусора. Район трущоб сильно контрастирует с респектабельным Мумбаем, центральная часть которого построена англичанами в европейском стиле. Но грязные бедные кварталы все равно пользуются популярностью среди туристов. Конакри, Гвинея. Ужасающая бедность, эпидемии и ядовитые твари. Первое, что приходит на ум при упоминании Гвинеи. Несмотря на изобилие природных ресурсов, бокситов, алмазов, золота, большая часть населения страны катастрофически бедная. В городе Конакри, столице Гвинеи, отсутствует общественный транспорт, до сих пор встречаются перебои с электричеством и водоснабжением. Этническая дискриминация и колоссальное социальное расслоение затормаживают развитие перспективного портового города. Средний доход в Конакри составляет $5 в день, а цены на товары и услуги совсем не дешевые. Например, 1 литр бензина стоит около $1,5. Сама столица утопает в мусорных свалках, от которых за километр слышен неприятный запах. Обратиться в больницу или дать ребенку достойное образование уже роскошь. Истерзанная войнами и пропитана коррупцией Гвинея очень медленно развивается. Люди зарабатывают себе на жизнь в основном в ресурсодобывающих компаниях и на предприятиях обрабатывающей промышленности. Кроме того, через порт Конакри осуществляется экспорт фруктов, кофе, ценных ископаемых, рыбы. Но этого не хватает для преодоления финансовых проблем. Монровия, Либерия. В XIX веке бывшие темнокожие рабы из Америки основали на берегу Атлантического океана страну свободы – Либерию. Но со временем гражданские войны, эпидемии лихорадки Эбола, затяжные экономические проблемы сделали Либерию беднейшей страной Западной Африки. Более 60% жителей живут за чертой бедности. Экономика сосредоточена на экспорте железной руды, каучука, древесины, но этого недостаточно для поддержания приемлемого уровня жизни граждан. В Монровии, столице Либерии, большинство населения живет на $1-2 в сутки. Люди вынуждены жить и трудиться без электричества и при отсутствии питьевой воды. Чтобы обеспечить семью и хозяйство, местные жители дожидаются автоцистерн с водой, но и те ездят нерегулярно. В городе отсутствует асфальтированное покрытие и общественный транспорт. На огромные расстояния либерийцы передвигаются пешком по грязным разбитым улицам. В Монровии не хватает квалифицированных врачей и препаратов, что порождает высокий риск заражения инфекциями ВИЧ, гепатитом и другими заболеваниями. Международные политические организации помогают стабилизировать ситуацию в Либерии, но процесс восстановления проходит очень медленно. Петария в Каракасе, Венесуэла.
Когда-то богатое нефтью южноамериканское государство Венесуэла переживает трудные времена. Раскол власти, обвал экономики, гиперинфляция привели население страны к бедности и росту преступности. Столица Венесуэлы Каракас – один из самых опасных городов мира. В этом большом, но очень бедном городе многие здания превратились в руины. Большинство людей не могут получить хорошее образование или найти достойную работу. Столица поделена на районы. К юго-востоку расположены более-менее безопасные кварталы. А вот в западные районы лучше не заходить. Один из самых известных криминальных районов Каракаса – трущобы Петары. Здесь каждый день борьба за выживание. Большинство людей живут в так называемых домах из картона и тряпок. Петары – это рассадник несовершеннолетних воров и убийц, обитающих в горах мусора. Районом правят уличные банды, постоянно воюющие между собой за власть. От рук уголовников ежедневно погибает более десятка людей. Местные жители страдают от насилия, голода и антисанитарии. Невозможность купить еду и лекарства толкают их ступать на преступный путь. Антананариву, Мадагаскар. Мадагаскар – одно из беднейших государств мира, застрявшее в промышленном средневековье. Коррупция, военные конфликты, государственные перевороты сделали более 70% населения страны критически бедными. Столица Мадагаскара напоминает один большой стихийный рынок. Местные жители, будучи запредельно бедными, не любят просить милостыню. Они найдут способ заработать. В основном они продают то, что найдут на многочисленных городских свалках. Колоритные торговцы переносят свой товар на головах и раскладывают прямо на тротуаре. Кроме того, люди здесь занимаются животноводством, обработкой земли и производством кирпича. На неасфальтированных дорогах можно встретить современные автомобили, гужевой транспорт и даже самодельные аппараты. Поскольку большинство земли заселено незаконно, город переполнен людьми, живущими в антисанитарии. Но неплохие условия, невысокий уровень преступности и смертности не мешает местным семьям иметь в среднем по 5 детей. Кибера в Найроби, Кения. Найроби – столица Кении и самый большой город в Восточной Африке. Это город контрастов, где шикарные небоскребы сменяют бесконечные трущобы. В 6 километрах от центра Найроби находятся самые большие трущобы Африки – Кибера. В начале 20 века британское колониальное правительство поселило здесь нубийских солдат. В поисках работы сюда больше приезжало сельских мигрантов, арендуя жилье у нубийских помещиков. Сегодня в Кибера проживает около 1 миллиона людей, представителей основных этнических групп Кении. В независимой, динамично развивающейся Кении на окраинах столицы проживают абсолютно нищие люди. Их хижины слеплены из глины, фанеры, ржавого металла и битого шифера. Свернувшись калачиком, большинство из них спит прямо на полу, предварительно закопав раскаленный уголь в землю, чтобы согреться. Лишь 20% жителей трущоб имеют электричество, а радио или телевизор есть только у единиц. Канавы вдоль улиц служат стоком для отходов, источником воды и своеобразной канализацией. В Кибере есть несколько общественных туалетов, где можно помыться, постирать одежду и справить нужду. Но кенийцам проще заменить туалет пакетом и выбросить его на улицу, как остальной мусор. Эти трущобы – рассадник СПИДа, туберкулеза и холеры. В таких условиях в Кибере работают магазины, кафе, люди ходят на работу, занимаются домашними делами. Манила, Филиппины. Филиппины известны туристам как райское место с шикарными пляжами и белоснежным песком. Но на самом деле жизнь большинства местного населения омрачает беспросветная нищета. А все потому, что страна неблагополучная, природные ресурсы истощены, все отрасли жизни коррумпированы, города перенаселены. Столица государства Манила – самый густонаселенный город мира. В огромном мегаполисе, кроме музеев, церквей и современных высоток, есть и трущобы. На окраинах, в бедных районах, проживает около 20% местных жителей, и с каждым годом их число увеличивается. В таких районах царит бедность и безысходность. Преступность, частые пожары в деревянных домах, мусор под ногами – вот описание этого места. На Филиппинах легализовано бродяжничество. Здесь очень легко стать бомжом, потеряв дом во время очередного стихийного бедствия или обанкротившись. Но больше всего поражает северное кладбище Манилы. Здесь, прямо на могилах, целыми семьями живут около 10 тысяч людей. На кладбище есть магазины, кафе и даже детские площадки.
Бедняки поселяются в склепах вместе с мебелью и техникой. Некоторые из них зарабатывают, ухаживая за могилами или оказывая услуги посетителям. Киншаса. Демократическая Республика Конго. Гражданские войны, вооруженные столкновения, политические потрясения погрузили Конго в тотальную бедность. Наличие огромных залежей полезных ископаемых не способствует улучшению экономической ситуации. В стране до сих пор не удалось побороть коррупцию, преступность и внутренние конфликты. Большая часть Киншаса, столицы Конго, представляет собой сельскую местность. В городе проживает около 9 миллионов человек, средний заработок которых составляет $1 в день. Столица страдает от перенаселения, недостатка рабочих мест даже при низких зарплатах. Из-за высокого уровня преступности и детской беспризорности Киншаса стал не только бедным, но и опасным. Люди здесь редко доживают до 40 лет, так как трудятся на физически тяжелой работе. Кроме того, война привела к повышенной смертности мужского населения. От голода и истощения часто умирают женщины, которые не в состоянии себя прокормить. Без надлежащей медицины здесь часто вспыхивают эпидемии, такие как Эбола или желтая лихорадка. Многие жители Киншаса выживают лишь за счет гуманитарной помощи. Банги. Центральная Африканская Республика. ЦАР – беднейшая страна мира. Государство пережило правление диктатора-людоеда, насильственные захваты власти, множество войн, последние из которых длится до сих пор. Нестабильная ситуация в стране спровоцировала повальную безработицу, остановила развитие производства и способствовала обеднению населения. Столица ЦАР-Банги является одним из худших городов в мире по качеству жизни. Город делится на современные застройки и африканские кварталы. На окраинах столицы находятся самые неблагоустроенные районы. Здесь нет инфраструктуры, общественного транспорта и элементарных удобств. Большая часть населения по-прежнему неграмотная. Низкое качество здравоохранения, нехватка питьевой воды приводят к распространению таких заболеваний, как тиф, малярия, ВИЧ. Средняя продолжительность жизни людей не превышает 50 лет. Основной источник дохода жителей Банги – поодинокие туристы, заготовка сырья на экспорт, торговля на рынке, а заработок составляет чуть меньше $1 в день. Дакки, Бангладеш. Бангладеш – удивительная страна с богатой историей, древними памятниками, чистыми песчаными пляжами и всепоглощающей бедностью. Экономический рост страны тормозит коррупция, бездарное использование ресурсов, политическая нестабильность и социальное неравенство. Столица Бангладеша Дакка считается социальным дном планеты и самым грязным местом в мире. Из-за внутренних мигрантов, приезжающих на заработки, город похож на муравейник. На площади 304 квадратных километра проживает более 15 миллионов людей. В Дакке плохие дороги, почти нет светофоров, а скопление народа создает невероятные пробки. Уровень загазованности превышает норму в 10 раз. Местные жители исправляют нужду прямо на улицах, в канавы на обочине. Все вокруг завалено разлагающимся мусором, нечистоты сливаются на улицу или в реку. Рядом уличные торговцы продают еду, которую принято есть руками. Антисанитария и жаркий климат способствуют развитию эпидемий. Четверть населения Дакки безработна, а больше половины всех работающих заняты в домашнем хозяйстве или неорганизованном труде. Активное ведение сельского хозяйства не помогает полностью преодолеть голод, так как урожай периодически уничтожают наводнения. Это была десятка самых бедных городов мира, где люди не живут, а выживают. Как вы думаете, кто виноват в запредельной нищете? Власть или само население? И как можно исправить ситуацию? Пишите свое мнение внизу в комментариях.